Друзья, всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Я вернулся с собеседования, ходил сегодня, ездил рано утром. К сожалению, не удалось пообщаться с руководителем, общался только с HR. Руководитель был на совещании, поэтому не знаю, получилось, не получилось, нормально, ненормально. Но Вероника, HR, которая меня собеседовала, она в восторге от меня. Ей 32, а мне 30. Она говорит: Александр, вы так молодо выглядите. Клиенты на съемках тоже часто говорят, не знаю. Обещала, конечно, Вероника это зарекомендовать меня перед руководителем. Не знаю, посмотрим, что будет. Пока не буду говорить, куда устраиваюсь. Стыдно, не стыдно, не знаю. Что стыдно? Работать не стыдно, стыдно не работать, да, ребят? Напишите в комментариях. В предыдущем видео рассказывал о том, что моя невеста отменила свадьбу, о том, что у меня в жизни какая-то черная полоса. Пришло время, наверное, поделиться еще одной неприятной новостью. У нас дома завелись тараканы. Это просто катастрофа. Я не знаю, ребят, сталкивались ли вы когда-нибудь с тараканами дома? Это ужасно неприятно. Они появились у нас, какое-то время назад. Вообще очень неожиданно. Мы сидим с Оксаной, с девушкой, работаем за компьютером на кухне. Вот, и видим на полу что-то черное ползет. Мы не сразу поняли вообще, что это, как это. К такому жизнь нас не готовила. В общем, мы увидели этого таракана. Я убил его, естественно. Оксана сразу же запрыгнула на стул. Она боится этого всего. Ну, понятно, она у меня принцесска, девочка. Вот, в общем, убил я этого таракана, и мы про него забыли, как про страшный сон. Камон, мало ли, откуда он мог взяться, какой-то залетный товарищ. В общем, я его убил, и мы о нем забыли. И в итоге у нас начали появляться в туалете какие-то маленькие микроскопические жучки. Это были тараканы. Мы не сразу это осознали, поняли, поверили. У нас какое-то время назад были мокрицы, такие светленькие, с такими чешуйками, маленькие, такие микроскопические. Они по ночам у нас были. И какое-то время назад они пропали. Теперь понятно, что они пропали. Их пожрали тараканы, наверное. Это катастрофа. Это вообще... Я смеюсь, потому что, без юмора в этой ситуации никак. Пишите в комментарии, какие там есть способы избавиться от них. Мы перепробовали вообще все. Какие-то гели, какие-то пасты с валбериса, дорогие, дешевые, таблетки такие черные, знаете. Никакого спасения пока от них нет. И знаете что? Конечно, это не у нас. Расплодились. Вообще обычно принято молчать о таком, да. Мне почему-то хочется рассказывать, делиться, знаете, блог у меня как психотерапевт мой. Вот. И, когда я сказал Оксане, что я хочу поделиться, что у нас тараканы, у нее глаза на лоб полезли, она такая: ты что, не говори, это ужасно, это фу. Я говорю: если это жизнь, куда ее денешь? Вот, и, конечно, это негативно влияет на нашу жизнь. Рассказываю, откуда они появились. Я писал об этом в чате. Я что-то злился. Просил всю нашу парадную, весь наш этот стояк, подъезд объединиться. Просил всех сделать обработку. Даже если у вас, не говорю, нет таракан, даже если в вашей квартире вы еще ни одного не видели. Кстати, тараканы появились потом на всех этажах, то есть они были на первом этаже, а мы живем достаточно высоко, на каком-то там еще 8-м, и, в общем, до нас они доползли. И потом, как мы выяснили позже, проводили не так давно обработку в подвале, то есть, возможно, их там потравили, хотя мы знать не знали, что они там были, и потом они побежали наверх, не знаю, как это происходит, по стояку, по вытяжке, наверное, и добежали, в общем, до нас. Мы сразу же начали делать генеральную уборку. Там я был на съемке, Оксана делала уборку, и она нашла... В общем, знаете, такие доставляют в термопакетах какую-то заморозку, знаете, кладут, чтобы в машине не разморозилось, пока курьер везет. В общем, в этом пакете, видимо, им было тепло, и они прибежали к нам в квартиру, и там обосновались. Это вообще жесть, не знаю. Бедная Оксана, она ругалась, там плакала, психовала. Вопрос, почему мы не переезжаем. Дело в том, что мы снимаем эту квартиру довольно давно. Это квартира, девушка ее снимала еще до меня. Ценник, по которому она ее снимает, он старый, еще давно. Вот. И она супер комфортная нам по расположению. Сама квартира хорошая. Ценник на квартиру сейчас бешеный. Не знаю, мне кажется, везде. В Питере у нас 45 тысяч рублей в месяц стоит квартира на окраине, как я говорю, в которой не хочется просыпаться. То есть это какой-то такой
бабушатник. Короче, ужасные квартиры, не знаю. Мы в поиске квартиры. Мы бы хотели поменять, съехать, но пока не можем найти подходящий вариант. Если уж и менять квартиру, значит, наверное, улучшать как-то наши условия. Ну, понятно, что хотя бы. Во-вторых, не факт, что в другой квартире не будет тараканов. В-третьих, хотелось бы поближе вроде как к центру, а с другой стороны, чем ближе к центру, тем ценник выше, а квартиры, они не то чтобы лучше. То есть, да, цена будет дороже, но квартиры будут такие же плохие. Вот, хочется... Ну вот у нас комфортная квартира, клевая, нам нравится. По ремонту, по мебели, там. Вернемся про тараканов. В общем, конечно, они плодились и размножались не у нас. Мы регулярно делаем уборку, мы не засранцы. И, в общем, у нас все чисто. Да, у нас был пакет, в который они прибежали, и там им было тепло, и они там задержались, как-то скопились, не знаю. Ну, в общем, выкинули мы этот пакет, и проблема не ушла. Тараканы все равно ползли, видимо, по вытяжке, по всему. Я по соседям не ходил, не знаю, некомфортно мне вторгаться в личное пространство людей, не знаю, напишите в комментариях, как вам. Я писал об этом в чате, я был открыт, я писал свою квартиру, я фотографировал этих тараканов, фотки тоже здесь приложу. Вот, и надеялся на понимание людей. Конечно, в чате там отшучивались многие, всем весело, смешно. Ну, понятно, когда ты живешь и ни разу не видел тараканов, то все очень весело, смешно и забавно. И кажется, что, какие-то идиоты, засранцы расплодили тараканов и теперь жалуются в чате. Ну, короче, я писал свою квартиру, я трубил тревогу. Мне казалось, что люди адекватные все в нашем подъезде. Вот, и кто-то делал обработку у себя, кто-то не делал. Ну, в конечном счете, мы списались с соседкой выше, что у нее какая-то неблагополучная соседка, которая живет вот прямо над нами. И, в общем, она там выходила с ней на связь, пыталась как-то попросить ее сделать обработку. И эта девушка, она, как выяснилось потом, как я думаю, что она ненормальная, не знаю, вот сейчас расскажу, а вы скажете, как это нормально, ненормально. И, в общем, она такая, да, я сделаю. Ну, да, видела несколько тараканов, в общем, сделаю обработку, да. Это самое страшное, когда человек такой, да, я все сделаю, да, все хорошо, да, знаете, на дурака такой. Вот. И потом проходит еще какое-то время, тараканы ползут. Вот, они были везде, в туалете, в кухне, даже в комнате, то есть они выползали откуда-то там из-под пола. Вот, какие-то межкомнатные двери, знаете, заделывать дырки, вешать сетки абсолютно бесполезно. Там, мне все советовали, там, знакомые, друзья, повесь сетку, повесь туда. Я заделывал сетки, я делал сетку на вытяжку, но все равно настолько много отверстий в квартире, в помещении, что никакие сетки не помогут. Тем не менее, я все равно ее сделал для Оксаны, чтобы ей было легче, что да, сетка есть, все. В общем, тараканы ползут, а эта девушка, она все кормит нас завтраками, да, я вот сделаю обработку. Поставили управляющую компанию в известность. Они пришли, там что-то попшикали в коридоре, но по квартирам не ходили. В один из дней мне присылает моя вот эта Людмила, соседка, видео из их подъезда, вот из их этажа, как из квартиры выползают тараканы. Я вставлю это видео обязательно. Хотя я изначально подразумевал соседа под нами. И под ее дверью валяются мертвые тараканы. То есть в подъезде были произведены какие-то работы, пшикали каким-то баллончиком, и они выбегали из ее квартиры, я так понимаю, травились и умирали. И самый прикол, что эта соседка мне пишет, что она на протяжении нескольких дней снимала эту дверь, и мы ждали, когда она этих тараканов хотя бы подметет. Но этого не происходило на протяжении недели. Там сколько-то 3-4 дня эти тараканы лежали у нее. Она выходила из дома, то есть она там рано утром уходит, поздно вечером приходит. Вот. И, в общем, для меня все стало очевидно. Сразу. Не знаю. Как вы думаете? Если под твоей дверью лежат тараканы, дохлые, окей, там, мы не знаем, что там внутри квартиры, но если ты видишь, что они у тебя дохлые лежат, то любой нормальный человек, он хотя бы подметет их, понятно, по умолчанию, у него возникнет чувство, что уберу, лишь бы на меня не подумали,
потому что у меня дома их нет, да, допустим, вот я бы, да, ну, то есть я знаю, что у меня дома чистота, порядок, все обработано. Если под моей дверью лежали тараканы, короче, я бы их, естественно, убрал. Вот. А она просто приходит домой, перешагивает через них и, в общем, стали пытаться попасть к ней домой. Управляющая компания и вот эта соседка сверху, она все пыталась помочь. И, естественно, мы как бы все из лучших побуждений, там разные в жизни ситуации бывают, мы хотим все помочь, всем подъездам, мы там уже все это в чате обсуждаем. И помочь, мы там ей пишем, отмечаем ее, пытаемся ее... Это собственник квартиры, кстати. Вот, потому что я искал номер собственника, чтобы позвонить, чтобы поставить в известность, чтобы попросить там сделать уборку, обработку, я не знаю. Она нас не пускает, кормит завтраками, ой, я сегодня не могу, ой, у меня больница, ой, у меня там это. В общем, придумывала всякие отговорки, хотя с виду, вот у меня есть ее телеграм, абсолютно обычная женщина, адекватная, ну, девушка, она даже, ну, не взрослая, она достаточно молодая. Она прикрывалась тем, что у нее там случилась какая-то ситуация в жизни. Я ничего против этого там не имею, понятное дело, что все мы люди, у нас у всех случаются сложные ситуации, у меня тоже случаются сложные ситуации, но как-то санитарное состояние квартиры, мне кажется, поддерживать, ну, это ответственность каждого человека перед собой прежде всего. Ну, не знаю, люди разные. И, конечно, перед соседями своими. В общем, мы выяснили, откуда идет очаг, и сейчас пытаемся добиться того, чтобы соседка обработала квартиру. Буду держать вас в курсе. Напишите комментарии, буду ждать ваши комментарии. Вы всегда советуете много всего такого, о чем я даже не думал иногда. Жизнь — это бесконечное решение проблем. Решил записать это видео, чтобы потом через время вернуться и посмотреть, как мы жили, и вспомнить, как это было. Вот, потому что, мне кажется, много у кого есть такая история, когда в молодости где-то кто-то в общаге, например, встречались с тараканами. Что у нас сегодня по плану? Приду домой, сейчас обработаю фотографии. Совсем забыл рассказать вам о новости. У меня среди всех этих негативных новостей, у меня есть позитивная новость, что мне одобрили монетизацию на канале. Я безумно счастлив. Для тех, кто в теме, сделать это вообще сейчас непросто, не буду говорить невозможно. Я вообще такой человек, знаете, если что-то в мою башку прилетело, я вот в лепешку расшибусь, но я этого добьюсь. Всех на уши поднял, всем мозги взвинтил, но теперь добился своего, безумно счастлив, доволен. Вот, напишите в комментариях, интересна ли вам эта тема вообще заработка на YouTube. Вот, потому что я обожаю смотреть такие видео, кто сколько заработал на контенте, вот. И я очень хотел добиться показателей для того, чтобы подать на монетизацию, ну и, соответственно, ее подключить. Вот, пока процесс, он там еще не на 100% завершен, но, в общем, уже что-то есть, и с просмотров мне будет капать какая-то денежка. Что еще хотел рассказать? Сегодня у меня в планах активация брекетов. Я каждый месяц хожу на подтяжку, вот. Близится, надеюсь, я к завершению. В брекетах я уже хожу, не буду говорить 3 года, не хочу говорить 3 года. 3 года, ребят. 3 года. Но это при условии того, что я уезжал на полгода на Бали, на зимовку, и не выполнял подтяжки. Я пытался там что-то кому-то написать, какой-то клинике, но они сказали, что с моими брекетами они не работают, поэтому я полгода ходил просто вот, ну, просто они висели, но они не работали как бы. Активации тоже стали дорогие. Я начинал, активация была, не помню, 4 500, наверное, сейчас 8 800 одна. То есть раз в месяц вот я плачу. Вот, напишу потом, не знаю, сколько вышли брекеты, напишите, если интересно. Вот, но я вообще безумно счастливый человек от того, что я их поставил. У меня плюс-минус там с зубами было все нормально, но были моменты, которые меня не устраивали, и чуть-чуть прикус был не такой, а сейчас все исправили, сейчас идеально ровные зубы. Ну, для кого-то не идеальные, но мои вот эти зубы, которые у меня просто повышенная стираемость, их поставили на идеальную ровность, которая только возможна у меня. Вот, вообще мне положены, протезирование винирами, потому что у меня стираемость зубов, в общем, потом разбогатею и поставим, ребят. Вот, но результат небо и земля. Я обожаю то, как было. И у меня еще такой был перекос, поэтому у меня стоит винт вот здесь. И тут такая палочка. Не знаю, видно, не видно.
Извиняюсь за такой контент. И вообще, этот выпуск не надо смотреть, если вдруг вы кушаете. Я просто смотрю YouTube, когда я что-нибудь кушаю. Вот здесь, видите, такая палочка, это не зуб. Это вот отсюда идет такая штучка. Ладно, не буду показывать, вдруг кто-то ест. Вот, в общем, сегодня съездим на активацию. Я надеюсь, что скоро мое лечение завершится. Вот. Результатом я уже доволен. Небо и земля, я просто безумно счастлив. Я свою доктору, которая мне делает активации, которая вообще ортодонт, мы с ней, это моя знакомая, я вообще готов носить ее на руках. Она молодой врач, но, тем не менее, сделала свою работу идеально. Ну, я так говорю, потому что все, что брекеты фиксируются на зубы в самом начале, и она их настолько правильно зафиксировала, все вот в первый день, когда мне установили. Потом только менялись вот эти дуги вверху и внизу. И сейчас зубы встали все в идеально ровное положение. Блин, солнышко. Ладно, не буду показывать. Просто, не знаю, эмоциональный для меня момент, потому что я очень этого хотел. И сейчас я получил то, что я хотел. Вот, и безумно счастлив. В общем, короче, сейчас мы пришли к тому, что мы не переклеивали эти зубы. Для меня это какая-то магия. Для кого-то это просто работа, да, а для меня это магия. В общем, мы не переклеивали сами брекеты, сами замочки, да, вот эти, которые на каждом зубе. И сейчас, со временем, просто постепенно оно пришло к тому, что все зубы ровные стали. Хотя я приклеила, она вот так вот их по-разному там изначально. Неудобно их чистить, но, не знаю, мой ортодонт говорит, что я идеально с этим справляюсь. И она говорит, у тебя очень много там железок, всяких перекруток, но у меня хорошая гигиена. Жду уже, когда сниму их. Моя девушка Оксана, она еще не видела меня без брекетов никогда. То есть мы познакомились, у меня они уже были. Вот, поэтому, знаете, дареному коню в зубы не смотрят. Вот, все, пошел домой, сейчас буду обрабатывать фотографии. Вон клиент уже пишет мне. Вчера была такая очаровательная пара. Я вообще так обожаю свою работу, фотографию. Я обожаю встречаться с людьми, делать для них красивые фотографии, общаться с ними, знакомиться, узнавать, дружить. В общем, вчера была очаровательная пара. Кстати, мои земляки, достаточно взрослые. И было безумно приятно, что они пришли. И, конечно, вставлю сюда фотографии, которые у нас получатся. Сейчас как раз буду их обрабатывать. И вот уже Александр пишет, что где наши фотографии, очень мы ждем, хотим увидеть, как там у вас дела. Пойду обработаю и ему скину. Переключимся. Вот так сегодня ходил на собеседование. Брюки, рубашка. Там такой деловой формат одежды. Вот, я вообще люблю такое, мне нравится. Это выглядит красиво, опрятно. Если возьмут, буду ходить в пиджаке еще. Потом расскажу, если что, как. Переживаю, что меня возьмут. Да нет, на самом деле, если возьмут, это будет клево.